Всем привет, кто заходит, всем привет. Всем привет, кто заходит. Всем привет, привет. Кто заходит, всем привет. Привет, привет. Заходите, сегодня у нас суббота, сегодня у нас подсказочки. Заходите. Будем смотреть подсказки для вас. Свечку сейчас зажгу. Вау, тут дует у меня вообще. Конечно, ну вот, в общем, свечка, но сейчас я ее куда поставлю, тут дует. Сейчас как-то надо прикрыть. Ну, нормально. Вся свечка у нас стоит. Кому нужны подсказки, пишите. Подсказки будут вот на вот на такой колоде. Я все никак не привыкну к этой камере, где она у меня находится. Всем хороших выходных. Сделайте все свои дела. Желаю вам все успеть. Здравствуйте, добрый вечер, Ирина. Ольга, добрый вечер. Дарья, здравствуйте. Зарина, добрый вечер. Отправила уже вопрос. Ольга. Подсказку для Дарьи. Ой, здравствуйте, всем привет. Сейчас сделаю. Вот ссылка. Если кому-то нужны вопросики посмотреть. Так. Всем привет. Всем привет. В общем, если вы хотите ответ на вопрос, то пройдите по ссылке. Там 250 рублей стоит вопросик. Вот. Давайте сейчас посмотрю. Мою просьбу про подсказки. А я не знаю, тут только от вас добрый вечер и подсказки, и все. Больше никаких данных нет. Просьба про подсказки, не знаю, что это. Если это в комментариях, то этого не видно. Не знаю, не видно. А просто, что вот подсказки видно. То, что вы подсказки попросили. Давайте сейчас посмотрю донатик. Он у нас один сейчас. Один донатик посмотрим, ответ на вопрос. Потом будем подсказки смотреть. Подсказки на всех колодах. Это имела в виду Ирина. Хорошо. Посмотрим. Давайте сейчас посмотрю Ольгу. У Оли у нас вопрос. Вопросик. Приятного эфира, Ольга. Спасибо. Так, посмотрим, что у него к вам на сегодняшний день. Так, посмотрим. Что у него к вам? Боится что-то, ужасно боится. Боится, что обманет сам себя, или вы его, или он. Боится обмана, боится, что все не так на самом деле. Страхи у него есть. Чего-то боится. Ну, обман здесь, обман. Боится обмана. Его, видимо, уже в прошлом обманули, поэтому он боится. И он не хочет ни в коем случае начинать все заново. Не хочет быстро. То есть у него был какой-то определенный опыт в прошлом, который ему не понравился. Вот. Не понравился, он прошел, он ушел, и он вот так вот быстро начинать все опять вот это все не хочет. Он хочет подождать, понаблюдать, вот как бы, что будет, как будет. Он не хочет обратно. В общем, не хочет возвращать вот это все, что быстро встречаться, быстро общаться, опять влюбились, потом встречаемся, поженились. Но вот это все, вот быстрые вот эти события, он не хочет. Для него это как-то вот страх того, что ему сделают больно опять.
Да, даже вот эти шансы, которые к нему идут, он даже не хочет их брать. Вот он видит возможность с вами, но он не хочет даже. Он не такой, нет, не надо мне, нет. Он не воспользуется этим шансом, не будет он общаться, как-то вот не пойдет в действие. Зарина донатила. Хорошо, посмотрим. Так что он боится начинать отношения, боится строить отношения. Боится, что быстро начнут события развиваться, а он не готов. Он не может отойти еще от прошлого немножко. Так, вспоминает ли он вас? Время от времени он вспоминает, он зависает на вас, да, время от времени, периодически. Не постоянно он о вас думает, но иногда, да, вспоминает. Так, что в его личной жизни? Он свободен. Что в его личной жизни? В его личной жизни никого нет. И он думает только о таких легких, несерьезных отношениях. Он вообще не хочет серьезных отношений. Видите? Он полностью как-то вот освободился от груза прошлого. И он вообще не для серьезных отношений сейчас, а для таких легких, когда флирт, когда интересно, когда вот узнать друг друга. Вот так вот думает о будущем. Думает о будущем, но к серьезным отношениям не готов. Да, он не готов, он будет уходить. Если кто-то будет намекать на серьезные отношения, он такой, ноги в руки и бегом. Как вот так, Ольга. Такой вот он. Ему понравилось видео, поэтому он поставил огонь. Ну, то есть такой вот огонечек, видите? Ему понравилось, потому, ну, вы для него там... Вот именно огонь. Она это и имел в виду в прямом смысле. То, что очень такая женщина, которая излучает энергию, очень привлекательную для мужчин. Страстную такую, желанную, энергичную, которая знает, чего хочет. Такая с характером, как бы это привлекает. Вот. Ну, как бы вот ответила. Если что-то еще уточнить, напишите. Так. Сейчас посмотрим подсказку на ваш вопрос, Ольга. Для Оли подсказка на этот вопрос. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Какие-то знаки будут. Видите? Они что-то дозначат, в общем. Что-то будут значить. Поэтому имейте в виду. Рассмотрите все знаки, заметьте их. Вот. Так, спасибо, Оля. Так, а будет ли у вас еще общение? Сейчас посмотрим. Будет ли еще у вас общение? Вот как было раньше, так вот и будет продолжаться. Если сейчас общения нет, то так и не будет общения. Еще какое-то время, да. Не будет. Будет такая зависимость, интерес, да, но вот общение... Если вот не было общения до этого, я так понимаю, не было, да, то не будет. Будут мечты о том, как могло было бы быть, такое вот фантазии будут, да, но вот не будет вообще. Нет, вот видите, такие карты выпадают. Вот. Еще долго общения не будет, в общем. Полгода, наверное. В общем, стройте свою жизнь пока без него, если надо, то он придет. Ваш человек, он придет. Этот еще боится. Не уверен, боится, ничего не хочет. Да, вот он для серьезных отношений жить вместе вообще не готов. Вообще категорически для стабильности вообще нет. Вот, спасибо, Ольга. Новая стрижка, новая краска. Волосы покрасила просто. Нет, стрижка та же. Просто волосы покрасила более темный цвет. Ну, такой, чуть-чуть. Добрый вечер, Анет. Давайте сейчас посмотрим еще донатик тут от Зарины. Так, я посмотрела подсказку. Да, подсказки будут вам, да. Обращать внимание на все, Ольга. Давайте для Зарины посмотрим.
Будет ли... Сейчас посмотрим, будет ли у вас парень в скором времени, да? Так. Ой, тут можно еще, знаете, немножко... Сейчас возьму на этой колоде. Тут только старшие арканы, сейчас на старших арканах еще глянем. Будет ли у Зарины в скором времени парень? Ой, тут что-то... вот если не... Вот видите, здесь выходит, что влюбленные. По влюбленным будет. Будет. Но там еще карты выходили, знаете. Будет у вас. И у вас как-то будет меняться немножко судьба. Зачем я вытащила вторую карту, я не знаю. Здесь как будто удача, судьба, поездка, движение. Как-то вот... в лучшую сторону поменяется. Будет у вас такой парень, будет такая возможность познакомиться в ближайшее время. А вот когда... Сейчас посмотрим. Вот именно такой, которого вы хотите. Сейчас посмотрим. В каком месяце? Блин, да почему сразу две карты выпадают? Через 1 неделю, через 3 недели. Что-то какая-то ерунда. Смотрите, хотела спросить, какой месяц, они мне числа показывают. В течение 3 недель, возможно. 3-4 недель. Альфа и омега, смотрите, вы как будто будете друг друга дополнять. Альфа и омега. А месяц-то какой, скажут? Понедельник. Опять что-то не говорят. Понедельник, вот смотрите. Понедельник, 12, 13, 2, в общем. Двойки, четверки, что-то тут. 2 недели, 4 недели. Ладно. Месяц не говорят. Не будем тогда. Может, и не надо. Сейчас посмотрим на этой колоде. Да. Скоро новый, да. Скоро это будет новый мужчина. Смотрите, этот парень будет в скором времени. Будет у вас новый мужчина, которого вы не знаете. Этот новый человек. И как будто вам суждено с ним встретиться, вы его не пропустите. Не переживайте. Вы такая, вот знаете, он вас заметит. Он вас заметит. Вы такая привлекаете мужские взгляды. Самодостаточная, знаете, чего хотите, красивая, ухоженная, знаете, как получать кайф, да, вот знаете, как отдохнуть, как вам нравится, вот это все. Вот вам и без мужчины как бы хорошо, но с мужчиной было бы еще лучше, да, веселее, там вместе. Вот будет новый, прям новый. Моложе или нет? Сейчас посмотрим, моложе или нет. Не показывает, моложе или нет. Он хитрый, он умный, но видите, ну нет, не моложе, что-то тут. И он как-то сразу вам предложит серьезные отношения. Он скажет так, короче, говорит, вот я тебе предлагаю, давай все, серьезно будем. Да, он как-то сразу с серьезными намерениями придет, я не знаю. Он как-то, он хитрый, он умеет находить подход к людям. Видите, тут сразу пара получается. Вы друг к другу повернуты, как бы вот будет предложение, он сразу поймет, что вот, хочу строить с ней отношения, то есть с вами. Видите, и как бы тут серьезные отношения. Тут будете строить серьезные, стабильные отношения. Он сразу будет настроен на серьезность, не на легкие отношения. Почему-то он сразу, не знаю, он захочет, чтобы вы были с ним. Да, нужно подождать. Ну, в общем, уходите оттуда, откуда, если вам не нравится ваше окружение, или те люди, с которыми вы общаетесь, или тот мужчина, который будет вам что-то предлагать, не нравится, то, ну, и ладно, подождите, он придет. Этот придет, этого вы не пропустите. Отпустит ли он вас? Нет, он вас не отпустит. Отпустит ли он вас, я хотела, смотрите, даже если вы не захотите, он вас не отпустит. Потому что он увидит вас
свое сокровище и будет вас, знаете, вот обнимет и вот и скажет моя. Видите? Нет, он вас не отпустит. Прям карта выпала. Отпустит ли он вас? Вот смотрите, вообще нет. Он вот как свое сокровище будет вас беречь. Не отпустит. Страстный, харизматичный, очень активный будет. А где познакомитесь? О, не знаю. Делайте ставки, хочется сказать, делайте ставки, господа. Где-то с деньгами что-то, с деньгами, с мечтами, с сексуальностью, с такое вот, что-то такое. Не знаю, не знаю. Там место какое-то, там, где вам комфортно, вы там уже бывали. Может быть, это даже какое-то кафе или бар, где выпивают, потому что здесь возможны напитки. Здесь люди поддаются своим вот этим желаниям тайным, соблазны там разные, вот такое все. Ну, так что, может быть, это какое-то и кафе. Но вам там комфортно, вы там уже бывали. Не знаю, что это может быть. Ну да, вы там уже бывали с девчонками, из корпоратива, возможно. Ну, то есть это какое-то место общественное, где люди выпускаются во все тяжкие, в общем, расслабляются, гуляют, общаются, так веселятся. Что-то такое. Какое-то вот такое место. Место расслабления и отдыха. Вот. Когда не думаем о работе, пьем, болтаем, веселимся, танцуем, что-то, ну, такое. Не знаю. Да, он сам подкатит, он влюбится. Видите, он сразу сделает выбор в вашу сторону. Он вас увидит, он вас заметит, потому что он по судьбе. И все, его он воспылает желанием, он скажет: все, хочу, все, вот она. Она зашла там, то есть вы зайдете, он такой: все. А вы будете от него закрываться, скажете: знаем, мы таких, не надо. Вы будете смотреть на его поведение. Вы будете смотреть, как он будет к вам относиться, готов ли он жертвовать чем-то ради вас, ради ваших отношений. Вот будете смотреть. Угу. Ну, классно. Поскорее. Только вот, ну, не показывают месяц. Хотел месяц посмотреть. Не показывают. Романтично будете встречаться, будет романтика, такое вот свидание будут. Месяц не знаю какой. Что может быть и лето, и весна, не знаю. Когда вы куда-то поедете, ну, не знаю, в общем, не знаю. Главное, чтобы не жмот был. Это не жмот. Он может, знаете, он может проверять и контролировать, типа, чтобы вы все не растранжирили, просто куда вы тратите. Он будет вам, ну, давать. У него, знаете, как у него в зависимости от того, действительно ли это вам нужно. Вот так вот он будет рассуждать. Будет давать вам денежку. Будет помогать вам в чем-то, вкладываться будет в отношения. Мешала, карта выпала, смотрите. Ну, вам будет хорошо с ним. Прям на десяточку. На десятку. По эмоциональной шкале. По 10-бальной на десятку. Вам понравится. Вам понравится. Да, вот опять эта карта. То, с чего началось. Вы будете свободны, а он будет новый мужчина. С этого начался расклад. Опять начинается. Да, опять новый этап вашей жизни начнется. С его приходом. Какой этап семейной жизни. Когда мы водим вместе, дорогая, да. Старая. Ну, в общем, то же самое повторяет. То же самое. Неужели заслужил? Ну вот.
Придет такой мужчина, но вы будете смотреть, как он к вам относится. Сразу не будете доверять. Ну, понаблюдайте немножко. Помучайте его чуть-чуть. Вот. Подсказка вам на ваш вопрос. Подсказка. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Такая подсказка. Почему-то не говорит месяц, хоть ты тресни. Январь-февраль вообще показывает. 8, 9, тут 9 уже сейчас закончится. Или до 22 сентября, или до 22 сентября. Или через 6 месяцев, или январь-февраль. И смотрите, тут показано, что начнется, видите, время для жизни. Ладно. Тут от ситуации зависит, потому что тут показывают и 3 недели, и 3, ну, короче, 3 месяца, все непонятно. Как придет, пусть, так, в общем, главное, пусть приходит как можно скорее. Спасибо, Зарина, за ваш вопрос. Давайте будем теперь подсказки смотреть. Для Ирины. Сейчас я только перейду здесь обратно. Вот. Вас тоже благодарю, Зарина. Приходите на эфирчики. Анет донат отправила. Сейчас посмотрю. Сейчас это размешаю для Ирины. Сейчас гляну. Для Ирины подсказка. Первая подсказка. Общайтесь только с позитивными людьми. Так. Для Ирины подсказка. Стоит взглянуть на это под другим углом. Сейчас посмотрим. Для Ирины подсказка. Рискуйте, впереди счастливые перемены. Какие-то счастливые перемены впереди вас ждут. Это хорошо. Если перемены счастливые, то пусть заходят. Для Ирины подсказка. Действуй. Чего ты ждешь? Сделай это. Лучше стыдно, чем никогда. Если тебе нужен какой-то знак от Вселенной, то это он и есть. Кстати, недавно проходила мимо кафешки, когда я сейчас же это, ну, когда ходила оформляться на новую работу, и там прям возле кафешки было написано: если ты ждешь знак, да, то это он. Действуй. Так что прям как раз так. Для Ирины из будущего послания посмотрим. Тебе не нужно чужое одобрение, чтобы делать то, что нравится. Не бойся быть собой. Такая вот вам подсказочка. Точно как бы уже послание из будущего. Вот, спасибо, Ирина. Давайте посмотрим донатик. Вернемся к донатикам. Вернемся. Для Анет посмотрим. Как его эмоции к вам, да? Какие он испытывал? Куда деться-то? Переживает, если он. Оксана Иванчична, здравствуйте. Спасибо за удачный эфир. Спасибо. Сейчас мы донатик смотрим, потом вернусь к комментариям. Какие эмоции? Когда писал недавнее сообщение. Какие эмоции он испытывал? Ну вы же чувствуете друг друга. Смотрите, какие эмоции он испытывал. Он испытывал такие эмоции, когда вот он скучает, когда вот такое разочарование, что чего-то не получается, что то, что есть, недостаточно, что нужно больше. Вот. Думал о чем-то таком, знаете, что его, ну, что-то такое вот, тяжело, что-то вот хочется лучше, все никак, никак.
Переживал он, когда писал. Но он стабилен в своих чувствах, в своем как бы вот состоянии, настроении. И вот там, где он находится, он стабильный. В своих чувствах к вам он не поменялся. Он просто, да, переживательный момент у него тут. Хотел много вам слов сказать, смотрите, нежных таких, что вы, ну, что вы его семья, что вы для него очень важны. Очень много слов, не знаю, сказала или нет, но хотел сказать. Может быть, не сказал, видите, посчитал нужным сначала решить там какие-то другие вопросы, другие, это узнать какую-то информацию, а потом уже. Чего-то он не знает о вас, это его расстраивает. Ваше чувство, скорее всего, он не знает, это его расстраивает. Не сказал. Поэтому тут вышел потом ничего. Это что он... Ну, сначала это выясню, потом. Но он в чувствах стабилен. Он не меняется. Он только вам вот чувствует, что вы его ценность, что... Да, вот сразу вытащила карту, что вы самая главная женщина в его жизни, к которой он готов прислушиваться, только к вам. Вот, только вы имеете власть над ним, так сказать, над его сердцем. Вот. Он также к вам и относится, ничего не поменялось. Это вы самая желанная женщина для него, ту, которую он хочет видеть с собой вот всю жизнь быть вместе. Вот. Ирина, спасибо большое, прекрасной недели. Вам тоже, Ирина. Ой. Тут, в общем, чувства классные к вам, Анет. Прям вот супер просто. Он вас очень бережет и очень переживает за ваши чувства. Вот. А то, что он вас любит, и вы для него самая такая ценная женщина, он считает, что вы это и так знаете. Как бы. Давайте сначала другое я проясню, то, что его волнует, он поэтому написал. Вот. Сейчас какие эмоции испытывает? Сейчас какие эмоции он испытывает? Он что-то понял для себя, что-то понял, какой-то путь нашел, как идти, и он сейчас думает, как это реализовать. Что-то такое вот до него, какой-то вот он путь видит, как это сделать, чтобы быстрее прийти к вам, да, чтобы легче было вам, легче было встретиться. Он что-то понял, знает, как реализовать, и притом самостоятельно будет реализовывать сам. Вас напрягать не будет. Потому что хочет, чтобы у вас легче был путь, дорога, и вот это все, легче жизнь была. Он знает, что вы чего-то не знаете, что он вам не все рассказывает. Он знает, что вы об этом знаете, что он вам что-то не говорит. Но он вам расскажет при встрече. Дома при встрече, да, когда вы лично встретитесь, он вам может все рассказать. Уже не переживает? Переживает ли он? Он, ну как сказать, переживает? Он это преодолел, я бы так сказала. У него были какие-то мысли, да, вот он очень много думал, переживал, но сейчас уже нет. По Луне вот он много переживал, да. Кто-то тут ко мне прилетел. Вот, но сейчас он все уже преодолел, пошел дальше. Он преодолел вот эти вот сомнения, переживания, вот это все. Он взял себя в руки и пошел, говорит, так, хватит переживать, давай, надо уже дальше делать, реализовывать то, что задумано. Хочет быстрее идти, но получается медленно. Видите, хочет быстрее двигаться к цели, хочет быстрее, чтобы вы достигли то, что вы хотите, вот то, что он хочет, но получается не так быстро, как хотелось бы. Но получается, он идет к цели, хоть и медленно идет, да. Видите, скоро завершится этот период ожидания.
И начнется новый этап. Вот он ваш новый этап. Скоро тут и переезд за границу возможен, и тут и вместе будете жить. То есть у вас, скорее всего, ну здесь как будто дело идет к совместному проживанию официальному. То есть как будто он вам может предложить руку и сердце. Потому что здесь новый этап, вы на новый уровень переходите. Тоже вместе жить. Да, вы уже как бы в роли его жены. Он постоянно думает о том, что вы на него сердитесь, что вы можете на него сердиться. Это как бы, знаете, это просто он себе, бывает, надумывает, да, если что-то не получается долго, или когда он скучает. Он чувствует, что вы можете сердиться на него. Злиться, сердиться. Это его очень расстраивает, очень расстраивает. Видите, очень-очень. Он потом берет себя в руки и просто идет и делает. Берет себя в руки, идет и делает. Идет и делает работу, работает. Работает, потихоньку двигается туда, куда надо. Да, он умеет брать эмоции под контроль. Чтобы двигаться дальше, чтобы идти вперед, он научился контролировать свои эмоции. Чтобы не смешивать там работу, отношения. Он немножко вот попереживает на работе, думает о работе. У него есть цель, и вот он к ней идет. Вот так вот. Он устал, кстати. Устал, ему надо немножко отдохнуть. Он устал, да. Приехать очень хотел бы. Да. Ну, в общем, тут вы знаете, что тут опять началось. Те же самые карты. Он приехать хотел бы, видите, он хотел бы приехать очень-очень, уже и не раз. И как бы потом следом две карты. Вот он приедет, и вот вы знаете, что вы соединение двух любящих людей, свидания, обнимашки, целовашки, тут вот это все. Вот он это очень хочет. Чувствительно переживать. Да, он придумывает, он себе надумывает очень много. Он переживает за вас, он переживает за себя, за вас двоих, в общем. Он так вот переживает. Вот, за все, вот. И он переживает за то, что вы можете переживать, он переживает. Но потом он берет под контроль свои эмоции, и все нормально. Он умеет это контролировать. Хоть ему и тяжело. Ему тяжело это, но вот. Ну, потому что вы не рядом, он не может вот. Даже когда рядом, поговорить уже, как бы, вот, уже чувствуешь, видишь человека и успокаиваешься как-то вот. А так вот далеко, и он переживает очень часто из-за этого. Ну, это хорошо, что он переживает, что он так вас чувствует, это же здорово. Старается, очень старается. Давайте посмотрим подсказку на ваш вопрос. Подсказка для Аннет. Делайте добрые дела. Ну вот, придумайте какое-нибудь доброе дело. Слушайте, кто-то залетел тут ко мне. Только бы не комар. Ну-ка, быстро улетай обратно. Благодарю вас тоже, Аннет. Мамочки, это комар. Он же такой большой. Ну-ка, иди сюда, я тебя шлепну. Комар залетел, блин. Просто у нас на укусы комаров очень это... Лишь не обращать внимания, если что, я тут буду комара ловить, ладно? Вот, спасибо, Аннет. Давайте будем смотреть, наверное, уже... Так, чатик. Так, для Ирины подсказку дали. Подсказка для Дарьи. Дарья 36. Дарья 36, подсказка для Дарьи. Подсказка для Дарьи, смотрим. Делайте все радостно и легко. Делайте все радостно и легко. Для Дарьи такая подсказка.
Так, фанфики о жизни что-то там удалила. Можно на всех колодах, Дарья. Тогда пишите подсказки. Тогда вот так, ладно? В следующий раз пишите. Сейчас посмотрю. Подсказки, если на всех. Для Дарьи дальше. Продолжаем смотреть тогда. Хорошо, что я не убежала. Дальше. Пришло время избавиться от всего ненужного в голове и в жизни. Вот, подумайте, чего там у вас в голове и в жизни лишнее мешает вам. Так, для Дарьи смотрим. Двигаясь к цели, не забывайте получать удовольствие от пути. Вот это точно. Так, для Дарьи смотрим подсказку. Отдохни, ты очень устала, срочно иди в постель, сейчас же. В общем, если вы не в постели, идите в постель. Карты вам говорят, ну вот, нужно отдохнуть. Главное, они почему-то знают, что вам нужно отдохнуть. Послание из будущего для Дарьи. Смотрим. Отпусти свою обиду, она делает тебя уязвимым. Отпускайте свою обиду, тогда вас не смогут контролировать вообще. Не смогут манипулировать. Так. Это тут же летает или нет? Плюс. Поймала? Не могу найти ничего. Ладно. Надеюсь, что поймала. Я не вижу там. Так, дальше смотрим. Спасибо, Дарья. Так. Вот, Анна Баирова. Подсказки. Дарья, благодарю. Вас тоже благодарю. Приходите на эфирчики. Ставьте лайки там. Приходите. Так, для Анны Баировой. Подсказки. Подсказка для Анны Баировой. Мечтайте и действуйте. Ваше желание обязательно сбудется. Смотрите, какая клевая подсказка. Действуйте, мечтайте. Желание сбудется. Видите, никто вам не говорит, что что-то у вас не получится. Все сбудется. Ой-ой-ой, смотрите, перевернулась вот эта вот подсказка. Ее и возьмем. Так, ее возьмем. Анна Баирова. Пришло время избавиться от всего ненужного в голове и в жизни. Это уже была подсказка, да? Но вам она тоже попалась. Нужно избавиться от ненужного. Анна Баирова. Подсказка. Цените мелкие радости, они куда важнее крупных. Видели, там печенька, цветочки, там чаек, кофеек, что-нибудь такое. Для Анны Баировой смотрим подсказку. Не унывай, это всего лишь плохое настроение, а не плохая жизнь. Улыбнись. Так, и послание из будущего посмотрим. Так, для Анны Баировой смотрим. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись, удели им время. Друзья уже заждались. Уделите им время. Спасибо, Анна Баирова. Антонина, добрый вечер. Можно подсказки? Да, сейчас Анну Баирову почитали. Смотрим дальше. Оксана Иванчишина. Подсказки на всех для Оксаны. Так, Оксана Иванчина, подсказка. Развивайте свою интуицию. Замечайте все вокруг. В общем, интуицию развивайте. Прислушивайтесь к тому, что вот внутренний ваш голос говорит. Вы же чувствуете, надо вам туда, не надо, хотите вы или не хотите. Оксана Иванчина, подсказка. Пришло время заняться здоровьем. Не упустите момент, когда можно легко все поправить. Вот, так что обращайтесь к врачу, там ничего такого страшного не будет. Все легко можно решить. Что нужно к стоматологу, к стоматологу.
Если нужно талию сделать, ну, спортом занимайтесь, да? Можно все легко поправить. Так, Оксана Ивановна, смотрим. Не позволяйте чужому мнению определять ваши действия. Вот, и кто бы вам что ни говорил, не слушайте, видите, поэтому нужно вам развивать интуицию, чтобы вы не слушали других, чтобы вы прислушивались только к себе, как хорошо вам, ваше тело, как вам отвечает. Вот. Оксана Ивановна, смотрим. Подсказка. Это не пипец, это опыт. Ну, давай, настраивайся. Как показывает практика, каждый предыдущий пипец какой-то неполный. Лучший учитель в жизни – это опыт. Берет дорого, но объясняет доходчиво. Так что то, что сейчас происходит, это какой-то опыт. Это вам для опыта нужно. Может быть, вы не хотели бы этот опыт, да? Но вот считали, что как бы это нужно. Так, Оксана Ивановна из будущего послания. Разреши себе сделать перерыв. Переключи свое внимание на что-то другое. Переключите свое внимание на что-то другое. Делайте перерывчик, отвлекитесь, не грузите себя. Вот, спасибо вам. Давайте будем дальше смотреть. Так. Антонина. Антонина, подсказки. Так, подсказка. Следите за поступающей информацией. Вот, что-то, какая-то информация будет к вам приходить. Она важна, она нужна. Поэтому обращайте внимание. Так, смотрим. Для Антонины смотрим подсказку. Возьмите себя в руки. Почувствуйте себя уверенно и смело. Шагайте вперед. Почувствуйте себя уверенно и смело. Шагайте вперед. Так что, благодарю за ваш труд. Очень важные для меня подсказки. Оксана Ивановна, удачи вам. Спасибо, что на эфирчик пришли. Так, смотрим. Для Антонины смотрим дальше подсказку. Та-дам! Не пытайтесь понравиться всем. Не пытайтесь понравиться всем. Это, в общем, не та затея, которая нужна. Вот. Антонина, смотрим, подсказка. Это твоя вина и ничья больше. Ты уже большая девочка. Перестань винить в своих ошибках других. Так, давайте, поэтому вам и говорят карты. Берите свою жизнь в свои руки. Не слушайте никого, прислушивайтесь к своей интуиции. Как бы дополняет. Карта дополняет, ну вот вам дает дополнительную информацию, чтобы вы поняли, что это они хотят вам передать, сказать, что они имеют в виду. Антонина, смотрим. Послание из будущего. Этот человек не враг тебе. Дай ему возможность доказать это. Кто-то вам не враг. Кому-то вы, может быть, не доверяете. Но этот человек вам не враг. Так, давайте посмотрим. 10 посланий из будущего. Сейчас будет общий расклад. 10 посланий из будущего. Вы сможете сейчас загадать цифру любую от 1 до 10. Можете 2 цифры загадать, как вам захочется. Сейчас очень важная информация, да. Я вас, Антонина, тоже благодарю. Спасибо, что на эфирчик зашли. Давайте сейчас будем смотреть вот на этой колоде посланий из будущего. Будет 10 посланий, вы можете загадать от 1 до 10. Любое послание для себя. На данный момент, что вот вам нужно знать, возможно. Давайте единички, смотрим единички. Ты забыл что-то важное, ты еще успеешь все исправить. Подумайте, что вы забыли, что нужно сделать, список написать. Так, двоечки. Смотрим для вас послание из будущего. Побалуй себя, сделай то, что дарит тебе радость. Побалуйте себя. Троечки, что у вас смотрим. Все в жизни можно изменить. Если ты ничего не делаешь, чтобы изменить то, что не нравится, то ничто и не изменится. Просто сделай первый шаг. Смотрите. Видите, все можно изменить. Поменять можете свою жизнь. Четверочки, смотрим. Нужно немного подождать. Ни о чем не беспокойся.
Всему свое время. То есть все будет, но подождать немножко. Пятерки. Пятерки. Отношения — это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Это могут быть отношения не только романтичного характера, подруги, друзья, коллеги, то есть любые отношения с родителями. Так, шестерки. Шестерки, смотрим вас. Разреши себе сделать перерыв. Переключи свое внимание на что-то другое. Семерки. Перестань придумывать отговорки. Сейчас не время, нет денег, времени, нужно все взвесить и так далее. Составь план и действуй. У тебя все получится. Так что все получится. Супер. Это была семерка же, да? Или нет? Или шестерка? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семерка. Восьмерки теперь. Восьмерки. Если тебя не слышат, не нужно говорить громче. Восьмерки. Видите, если вас не слышат, не нужно говорить громче. Вас все равно не услышат. Это как бы, не тот человек, не тому человеку вы говорите. Девятки. Ты никому ничего не должен. Ты взрослый человек и сам строишь свою жизнь. Десятки. Ты ограничиваешь свои возможности. Пора выходить из зоны комфорта. Видите, там целый мир, не ограничивайте себя, то есть откройте себе эти все возможности, идите вперед, откройте весь мир для себя. Так, послание из будущего посмотрели, теперь следующий общий расклад, где у нас будет, что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. 3 варианта будет, можете загадать 1, 2 или 3, любую циферку, любой вариант. Такой общий раскладик у нас так. Единички. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Проводить время со своей семьей, со своими родными, со своими близкими людьми, с теми, кто вам дорог, с детьми, возможно, с родителями, да? Больше проводите времени с семьей. И если вот вы делаете какие-то там рабочие дела, моменты, где-то нужно задержаться, отработать там что-то, куда-то что-то, или вам нужно ребенка встретить, то есть решайте свои вопросы так, что вот у семьи на первом месте. То есть если вам нужно отпроситься, отпроситесь. Работа подождет. Там как бы отработайте в другой день. То есть любые вопросы, любые решения принимайте с точки зрения того, что как будет хорошо ли вашей семье, там, как там будет чувствовать ваша семья, ваши родные, вот. В первую очередь у вас семейный приоритет. Вы и ваша семья, вот так вот. Еще вы можете подкопить денежки, можете отложить денежки, можете как что-то такое купить хорошее, что вы очень давно хотели, кстати. Вот, так что здесь так. Семейное что-то такое хорошее. Что вам не нужно делать? Вам не нужно медлить, не нужно тормозить, не нужно углубляться в какие-то там проблемы, что-то там решать, там, в общем, не нужно медлить, да, тут как-то не нужно медлить. Не нужно много думать. Сейчас, кстати, даже можете и не учиться сильно там много чему-то. Как-то вы сейчас поверхностные вопросы можете решить быстро как-то это. Все можете быстро решить без вот этих вот копаний. Что-то такое. Так, двоечки. Давайте посмотрим, что вам нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Что вам нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Здесь, знаете, коммуникацию надо наладить. И думайте головой, когда общаетесь с людьми, думайте о последствиях. Не лезьте на рожон. Если видите, что человек вспылил, да, и он как-то не в настроении, не стоит лезть в это время. Пусть он выдохнет, пусть он там покушает, да, после обеда поговорите, когда он будет сытый, довольный. Пусть, вам здесь проявляйте гибкость, включайте голову, проявляйте гибкость. Сейчас самое такое вот время вот для этого. Вот.
Наблюдайте больше. Да. Подход нужно находить. Каждому человеку свой подход, индивидуальный, не ко всем одинаковый. Что вам не нужно делать? Не нужно рваться в бой, не разобравшись там, да, вот, не решив, как вы будете дальше, что будет дальше, там, какие последствия, как вы эти последствия будете решать. То есть не обдумав, не нужно вот загорелись и все, давай вот пойдем. Не обдумав там план, не составив, вот не нужно вот впереди паровоза бежать. Какие-то вот активные действия. Подождите, переждите, вот может перегорите, или вы еще не знаете, или там последствия могут быть такие, что вы их как бы не предусмотрели. Нужно предусмотреть заранее все это. Здесь так. Троечки, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать. Чтобы неделя была хорошая, что нужно делать. Здесь как-то закрыться от всех, не трогайте меня, я хочу отдохнуть и вообще разобраться в себе. Здесь как-то так. Что нужно делать? Здесь нужно думать тоже головой, здесь потому что мечи, здесь ваши мысли. Здесь как будто очень много размышлений у вас будет. Что нужно здесь? Смотрите, здесь не надумывайте себе только. Здесь не нужно бояться, не ограничивайте себя. Ну, знаете, здесь ограничивайте себя, знаете, в чем? В тех мыслях, которые ведут вас в никуда. Когда вот начинаешь себя жалеть или говорить, ой, у меня ничего не выйдет, ой, у меня тут то, у меня все. То есть не надо вот в это вот углубляться. Ограничивайте сразу, пресекайте эти мысли. Вот. Не держите себя. Здесь нужно научиться контролировать ваши мысли. Потому что, знаете, вот о чем вы думаете, то и происходит. Вот туда вас и несет. Здесь как-то так. Вот. С мыслями надо поработать. Вот. Чего не хотите, не нужно об этом думать. Что не нужно сделать, здесь не нужно гнаться за карьерой, не нужно... Здесь касаемо работы. Не нужно прыгать выше головы, браться за то, что вы, например, не можете сделать. Вот. Не нужно проявлять активность пока что. Здесь почему-то вот карта активности нет. Здесь больше нужно размышлений, что все стало на свои места. Не нужно рваться в бой, не нужно действовать. Здесь как-то действий пока нет. Так, ну подсказки уже все, да? Подсказки все получили. Общие раскладики все посмотрели. Да, на вопросики я ответила. Давайте тогда будем заканчивать эфир. Да, будем тогда с вами встречаться. Когда мы с вами встречаемся? Кто помнит? Следующую субботу, если ничего не изменится, в следующую субботу в 21:30 по московскому времени мы с вами встретимся. Вы можете попросить подсказки. Подсказки у нас бесплатные. В комментариях напишите подсказка. Тогда будет подсказка вот на этой колоде, на одной. Или подсказки. Тогда будут подсказки на 5 колодах. Да. Донатик еще отправили. Сейчас посмотрю донат. Сейчас посмотрю. Хорошо, что написали. Потому что у меня... Да, оповещение почему-то не приходит. Ну, хоть чат исправился, но оповещений пока нет. Давайте посмотрим. Для Антонины. Смотрим сообщение. Что нужно сейчас знать, да? Что вы не видите, что необходимо знать? Для Антонины. Что нужно сейчас знать? Вам нужно развеять ваши страхи. Вот эти страхи, которые вот у вас в голове, да, вот вы переживаете, не знаете, что будет дальше, как, что. Вы слишком в этих своих сомнениях, в этих мыслях. Вам карты советуют: развейте с друзьями, встретитесь, развейтесь с друзьями с вашими. Потому что то, что вы думаете, то, о чем вы думаете, может не случиться так, как вы думаете, вообще случится совершенно по-другому. Поэтому не нужно ничего надумывать, не нужно переживать. Потому что если вы переживаете, надумываете, вы это притягиваете в вашем окружении, это может как раз-таки случиться. Ваша энергия вот такая вот волнительное, переживательное, и люди вокруг вас начнут дергаться тоже, переживать. И вот это пойдет цепная реакция. Зачем вам это надо? То есть расслабьтесь с друзьями, карта советует. То, что вы думаете, это может не произойти. Поэтому подождите. Ну, произойдет, начнете там как-то вот разруливать. Ну, не нужно заранее себя накручивать, потому что вы всю энергию туда отдаете, в эти переживания, и потратьте на другое лучше, на удовольствие. Вот.
Что вы еще не видите? Ой, слушайте, вы не видите, что какой-то такой грозный человек, да, который вот с виду кажется таким серьезным, он может с вами шутить, флиртовать, и даже какое-то предложение от него поступить может. Вот. Какое-то предложение, интересное предложение. Смотрите, если вы в отношениях, то ваши отношения какие-то на другой уровень уже перейдут. Я просто не знаю. Эмоции зашкаливают, да. Тут как будто человек может предложить вам что-то начать новое. Знаете, так в шутку как-то вот так вы даже, может быть, не поймете сразу. Какой-то серьезный мужчина. От серьезного мужчины. Или это может быть предложение, знаете, романтического характера. То, что, ну, может флиртовать. Как у тебя дела? Ты классно выглядишь сегодня. Там вот что-то такое. Флиртовать с вами кто-то может заигрывать. Или какое-то может поступить предложение. Или то, что давай начнем новое. Давай, ты там... Может, да не знаю, связано с работой или нет, но вам может что-то предложить такое, где вы будете все контролировать, где вы будете все знать, где все будет в ваших руках, вы сможете строить вашу жизнь так, как вы хотите. Если вот так, по работе или не по работе, сейчас посмотрим по работе. Что-то тут вас расстраивает, тут нехватка денег или какая-то информация, которую вы не знаете, вас расстраивает. Скорее всего, денег. Деньги в работе, вот. Вам хотелось бы, чтобы больше зарабатывать и чтобы движение было по работе, по карьерной лестнице, чтобы была возможность хотя бы вот этого вот развития, хотя бы движения. Так. Новое начальство будет мести своей метлой, как говорят. Новое начальство пришло, новые правила. Видите, тут по смерти получается, что как-то будет, оно какое-то другое совершенно будет, как-то по-другому будет руководить. Изменения будут. Хорошо это для вас или плохо? Если вы будете все хорошо делать, то для вас это вообще никак не плохо. То есть вы заслужили там премию, вы получите премию. То есть здесь как-то вот так все честно, без обмана, открыто все как-то будет. Светик, здравствуйте. Посмотрю донат. Сейчас Антонину смотрим. Того и не хочется, да? Что еще такого спросить? Скажите, напишите. Что еще необходимо Антонине знать? Вам придется принять решение насчет какого-то мужчины. Какой-то разговор будет. Возможно, он вам что-то предложит. Видите, какой-то разговор будет с мужчиной. Что-то он вам скажет, какие-то новости, известия от мужчины. И при этом такое что-то жесткое такое, мол, или так, или вот, ну, как бы нет вариантов. Вам, кстати, может не понравиться новое условие, которое будет, которое вам этот человек может сказать, может руководитель, да, будет, вы видите, вы захотите уйти, возможно, вам не понравится, вы не станете соглашаться с этим, и вы захотите уйти. Типа как бы не то, что я хочу, а просто придется, как будто просто придется уйти. Не хочется новой метлы. Что вам делать, чтобы тут остаться, все было хорошо? Если как-то нужно уединиться, скрыться и искать новые возможности. Но это будет тяжело. Девушка будет. А тут мужчину показывают. Показывали мужчину. Может быть, тогда... с этой девушкой будет ли контакт у вас? Тут придется чем-то жертвовать, общаясь с ней. Общаясь с ней. Придется чем-то идти на жертву. Не так просто с ней общаться будет. Вы подумайте, чего вы действительно хотите. Посмотрите, какие есть возможности вокруг. Да, вам нужно будет подход находить, подход к ней.
проявлять гибкость, подход, вот это вот, не эмоционировать, наблюдать вам нужно будет туда. В зависимости от ее настроения, от обстоятельств, свое поведение выстраивать, как бы общение. Еще здесь, знаете, здесь вы можете добиться успеха в каком-то деле. Я не знаю, чего вы хотели, но здесь вот вам необходимо знать, что вы чему-то очень обрадуетесь. Возможно, тому, что вам не нужно будет куда-то ехать, куда-то двигаться. Мужчина был 10 лет, работали вместе. Может ли этот мужчина вам что-то предложить? Мужчина вам этот, кстати, может вам предложить что-то по работе. Именно рабочая сфера. Да, тут вам надо будет подстраиваться к этой женщине. Но почему-то от мужчины тоже может что-то поступить, как будто он вам может предложить что-то. То, что вы еще не знаете, что ваша жизнь скоро изменится. Как-то финансовое положение ваше, кстати, может наладиться. Но до этого вам будет, ну, нелегко будет. Нелегко будет. У кого опять мужчина выпадает? Мужчина, от которого вы были закрыты. Может вернуться какой-то мужчина, который ушел. Просто я из коллектива идет. Понятно. Не знаю, как будто предложение от какого-то мужчины может поступить. Но вот вы еще не знаете этого, но ваша жизнь может измениться в лучшую сторону. Здесь у вас деньги придут, и стабильность, и вы потихоньку будете двигаться вот в надежное, стабильное будущее. Здесь как-то вот так вот. Вы этого еще не знаете, но жизнь изменится в лучшую сторону. Но почему-то здесь какой-то мужчина, от которого вы были закрыты, с которым вы уже общались, он опять придет к вам. Как будто предложение все равно выпадает, как будто какое-то предложение по работе вы получите. Какое-то предложение по работе. Вы будете думать, у вас будет два варианта по работе. Вы будете думать, да, да, нет, нет. Кто-то вам еще что-то предложит, как будто бывший муж. Кстати, у бывшего мужа, который ушел, да, вот, ну, у которого вы расстались, у него еще есть к вам зависимость. Он знает, что никакого будущего не будет, что уже холодность, все, но у него зависимость еще есть к вам. Тяга такая, тяга, притяжение. Вот. Ну, вот у вас в лучшую сторону поменяется. Там какие-то трудности будут, но потом в лучшую сторону поменяется все и наладятся финансы. Вам сейчас нужно всю информацию, которая будет проходить касаемо работы, перерабатывать, переваривать, в общем, извлекать что-то оттуда полезное. Потому что здесь как-то, вот знаете, вы и уходить с этой работы не хотите, и новую работу вы не хотите, да? Но предложение о работе, опять же, тут опять получается, что какое-то предложение о работе вам поступит. Вот это уже вы будете решать, что вам делать там. Да, вы не хотите разочароваться. Нет, какой-то шанс вам все-таки дадут. Какой-то шанс начать все с нуля. А вы его не возьмете даже, может быть. Но будете думать. Какой-то шанс, не знаю, от мужчины. От мужчины какое-то предложение поступит. Я не знаю, почему выпадает несколько раз. От нескольких мужчин, может, от бывшего мужа и от
по работе от работодателя, но бывший муж вроде ничего по работе не может, наверное, предложить, потому что здесь какое-то предложение связано с работой. Вы будете думать. Вот. Совет вам хотела посмотреть, совет вам. Учитесь быть свободной, не зависеть от правил, от вот этих разных стереотипов, что должно быть так, что если там она не замужем, это плохо, это все фигня вообще. Да, вот от того, что разбивает вам сердце, не будьте зависимы, будьте свободны. Да, и тогда вы будете идти в стабильность, вообще не слушайте никого. Пресекайте все вот эти вот, если там начнут что-то сплетничать или что-то у вас узнавать насчет личного, учить вас жизни, пресекайте все это. Пресекайте и не общайтесь с этими людьми. Да, тогда вы станете сильнее, и вы обретаете тут семью, свободу. Ну тут так вот. Ну что-то вот у вас изменится в карьере, в деньгах, в работе, ну, в лучшую сторону изменится. Может быть, появится возможность уйти из дома работать, вот на этой работе, ну типа из дома. Или что-то еще, не знаю, что-то с работой. Денег заработать. Ну, в лучшую сторону изменится, в лучшую. Опять показывает, что, видите, тут деньги у вас и свобода. Деньги и свобода будет. Притом как-то неожиданно быстрое предложение какое-то поступит. И вот и вы будете вот так вот расслабитесь, подрасслабитесь. Что-то тут вот, ну, связано с работой. И да, и из прошлого человека, скорее всего, бывший муж может прийти. Человек из прошлого может прийти, мужчина. Так. Подсказку, давайте подсказку на ваш вопрос посмотрим. Доведите до конца начатые дела. Ну, вот там какие-то дела вы уже начали. Ну, давайте до конца доведите. Видимо, это тоже влияет. Или потом новые дела начнутся, и у вас не будет времени, чтобы это доделать. Видимо, так. Хоть работа выпадает. Что-то вас обрадует по работе, смотрите. Прям вы будете радоваться. Что-то с работой связано. Что вы классный спец, сколько заработали, столько и получили, что там, вау, классно, меня оценили, меня там по заслугам будет эмоционально, да. Вы чего-то не знаете, будет предложение, вы чего-то не знаете, но вы правильный выбор сделаете. Ну, в общем-то, так. Вот, спасибо, Антонина, за ваш вопросик. Сейчас я обновлю еще раз. Донаты. Так, вот теперь Светика вижу. Вижу теперь вопросик. Смотрим для Светика. Мысли и ближайшие действия. Его мысли. В мыслях какой-то самообман. Слушайте, в мыслях какой-то, смотрите, 3 карты и все 3 Светик. В мыслях какой-то самообман. Он продолжает, он и раньше обманывал себя, он продолжает себя обманывать и закрываться от вас. Он закрывает свои чувства, он вообще к вам вот мысли все вот эти вот, он закрывается. Благодарю вас тоже, Антонина. Так что, Светик, он закрыт от вас. Будут ли действия в ближайшее время? Кстати, будут действия. А это что значит? Будет, да? Смотрите, в общем, что-то ему там стукнет в голову. В общем, смотрите. По мыслям он не думает, старается не думать, но по действиям в ближайшее время что-то у него там, не знаю, он решит, что у него все получится, что он все может, что он сможет проманипулировать вами, кстати.
И он своему желанию поддастся. Но, смотрите, то, что он вам предложит, вам это не понравится. То есть здесь как-то смерть, разбитое сердце, видите, и тут это вот он вам предложит. В общем, его предложение вам не понравится и вас не устроит. С чем это будет связано? Смотрите, его предложение, с чем это будет связано? Он вам может предложить тайные отношения. Но я не знаю, вот вас это устроит или не устроит, но он вас может, ну вот, он как бы он вас не выбирает, он просто предлагает вам тайные отношения. Старается не думать, и тут что-то ему в голову взбредет. А вот так вот я хочу. И думаю, что у него все получится, он сможет проманипулировать вами, проконтролировать все это. И будет приближать вас, когда ему это нужно, и отдаляться, когда ему это нужно. То есть он будет тут главным в этих отношениях. Только тайные отношения он вам может предложить. Вот это в ближайшее время может случиться. И вам будет очень тяжело терять свою свободу. То есть вы уже не будете, видите, вы энергию, если вы согласитесь на какие-то тайные отношения с ним, вы будете четко знать, что вы туда будете терять свою энергию. Вы уже не будете свободной женщиной, когда вы самодостаточная, да, когда у вас все есть, вы будете туда сливать энергию. Вот. Если у него отношения стабильные, нет у него вообще ничего, смотрите, у него вообще стабильности тут вообще нет. Он вообще какой-то неуверенный, не знает, чего хочет, боится многого, определенности вообще толком нет у него. Да, вот смотрите, ну как бы нет у него ничего, никаких стабильных отношений, никаких серьезных отношений, у него даже в мыслях как будто нет вот этого вот, как вот нужно, потому что он тут сомневается, толком не уверен, здесь как-то вот так вот. Нет у него отношений стабильных, А почему он не хочет, а почему он вам предложит тайные отношения? Потому что он хочет быть свободен для других женщин. То есть он вам предложит тайные, потому что он вас не хочет выбирать. Он вас не хочет знакомить там со своими друзьями, с определенными близкими. Да? Он хочет вас держать на расстоянии, чтобы у него был еще шанс знакомиться с другими, как бы общаться с другими, как-то вот так вот. Чтобы о вас не знали определенные люди. Вот так. Потому что он не хочет терять свою свободу. Ну, если бы он вас выбрал, он бы вас выбрал. Он вас не выбрал еще. Он вас не выбрал, Он вообще не готов идти с кем-то в отношения. Тут башня. У него вся голова занята работой. Зачем вы ему? А вы ему для того, чтобы отвлечься от работы и, знаете, чтобы... Вот мужчины бывают же, вот самоутверждаются или вот знают, что вот тут вот я вот с этой женщиной, я там на коне, я там вот она меня там любит, она меня примет, она меня ценит, да, вот с этой женщиной, например, она меня вообще никак не воспринимает. То есть с одной женщиной он такой герой, а с другой женщиной он как бы чувствует себя не мужчиной, а как-то вот, ну, его не выбирает. А вот с вами вот он чувствует, что он как будто герой, поэтому он бы хотел с вами испытывать эту вот энергию, вот эту получить от вас, эти чувства, что да, он нужен, но вас он не воспринимает как серьезные отношения. Вот. Не готов он к этому. Ну, так что будет такое предложение, да, вот оно, будет такое предложение любовного характера. Давай окунемся в чувства, давай будем вместе. Да, но тут нужны жертвы. Но давай пока не будем об этом говорить. Давай не будем думать о будущем. Да, это так далеко. Только зачем думать о будущем? Давай сейчас. Вот. Да. Видите, он не выбрал вас. Ну, как бы пока еще нет. Может быть, потом.
Видите, вам не понравится. Ну да, скорее всего, вы откажетесь, возможно, от такого. Вот. Что он может вам дать? Какие отношения он может вам дать? Хорошо время провести вместе можете. Какие отношения он вам может дать? Вы можете хорошо провести время, но только будьте аккуратны, если вы не хотите, чтобы у вас ребеночек появился. Будьте аккуратны, потому что здесь есть шанс забеременеть. Ну и классное время просто провести время хорошо вместе, где-нибудь погулять, выпить, вот так отдохнуть. Вот, чисто вот это он вам может дать. Серьезные отношения? Нет, серьезные отношения он вам дать не может. Нет, тут. Будьте серьезны. Нет, окончательной точки не будет после вашего отказа, потому что сначала он уйдет в тишину, как бы он обидится, он все перестанет трубки брать, перестанет писать, но потом ему нужна будет ваша помощь, ваша энергия, ваша поддержка. Он обратится к вам, и как бы вот он опять скажет: давай встретимся, давай там пообщаемся, давай там где-то встретимся среди друзей или что-то такое. Угу. Кстати, вот после того, как вы ему откажете, это вот как у мужчин бывает такой последний жест, когда вот он теряет женщину, может поступить предложение: ну давай, ладно, распишемся, раз ты так хочешь, как бы вот. То есть может поступить предложение серьезных отношений, но это будет да, давай быстренько сделаем ребенка. Зачем? Чтобы вас удержать. Будьте аккуратны, короче, смотрите, потому что он может проманипулировать так, чтобы вы не ушли. Он может предложить вам руку и сердце, да, и ребенка вам сделать. Потому что, видите, потому что без вас здесь как-то не хватает будет вас. Вот захочется завоевать то, что вы ему отказали. А что это вы ему отказали? Короче, в общем, да. Можете его отсекать сразу. Не надо. Да. Здесь, знаете, здесь вам нужно научиться, знаете, вот выбирать тех людей, которые вам по сердцу, по судьбе. Если вам предлагают что-то такое, что вам не нравится, отказывайтесь. Прям карты так и говорят. Идите к своей мечте, вот, именно к тому, чего вы хотите. Если какие-то ревновашки вам не нравятся, или слишком подозрительные, или контролируют, туда не ходи, сюда не ходи, нефиг с ним общаться. То есть, ну, вы понимаете, выбирайте сердцем. Ну, вы так и сделаете, я думаю. Да. Вы таких пошлете там, вот, как бы вот. Иди лесом, скажете. Да, даже если будет тяжело. Потому что здесь нет стабильности. Здесь, знаете, не будет с такими людьми, нет уверенности. Второй расклад, говорите про это, да? Может быть. Я не помню, когда говорю, я просто говорю, ну, я не запоминаю. На что карты говорят. То есть вам, ну, лучше бы вообще туда энергию не сливать на него, а вот заняться собой и вот как-то вот притянуть своего человека, с которым вам будет классно, прям вот классно, с которым можно было бы дружить. То есть не только любить, но и дружить. То есть можно рассказать все, что угодно, можно посмеяться, можно подурачиться, и человек нормально будет воспринимать. Вот такого вот вам надо. Но здесь как будто, знаете, здесь как будто у вас такой этап, когда вы должны наполниться, когда вы должны понять, чего вы хотите, и вы должны думать только о себе. Ваши цели, вы на первом месте, ваши мечты на первом месте. Да, и тут идите в новое, переезд, общение, поездки, куда вы хотите учиться, что-то новое изучить. Вам говорят: идите, пожалуйста, прям отстаивайте вот то, что вы хотите. Берите и делайте то, что вы хотите. Да, уходите от людей, которые обманывают, просто идите туда, куда сердце вам говорит, туда идите, да. Что вас наполняет.
Вот так вот пока что. Тут что-то... Ну, пока вот вам надо прийти вот в себя, как бы вот, и не думать вот о других мужчинах, чтобы... Потому что если вы думаете о ком-то, то вы еще его не отпустили. Вот. Вы не можете идти вперед, потому что он есть, ну, вы думаете о другом. Да, если расписаться предложит, знаете, это когда вот так бывает, когда последний этот крик утопающего, и как называется, это когда вот уже вроде как вот не может уже удержать своим вот этим вот, своей харизмой или там чем там вот они могут удержать. То есть вы уже не клюете, вы уже знаете, у вас глаза уже открылись, как бы вы уже видите, какой он есть на самом деле. И вот у них начинается там руку и сердце предложить, чтобы вот... И еще несколько детей желательно. Ну, тут одного ребенка он вам может сделать, да? Но еще есть такое, что несколько детей, чтобы она вообще не ушла никуда. Я вот знаю таких, которые вот три ребенка, и все, и вот все, она теперь никуда не уйдет, да куда она, да кто ее возьмет. Ну, в общем, зачем вам это надо, да? Вот эта манипуляция, это ничего хорошего. Должна быть любовь, понимание, а вот это вот зачем это надо? Вы это сразу просто видите, увидите при общении, и все, и как бы, и даже и забудьте, и не думайте об этом. И если какие-то проблемы, если что-то будут у вас спросить, это его проблема, он пусть сам решает. Вот, оставляйте позади, идите вперед. У вас своя жизнь, и она очень короткая, поэтому надо все успеть. Что вы там хотели, там, надо все успеть. Напишите свои желания, чего вы хотите. Для души просто. Кайфаните. Потому что когда придет мужчина, вы так не кайфанете. Ну, вы кайфанете, но по-другому. Он вам может что-то предложить другое, да, но когда вы одна сама, вы можете ну, все, что хотите делать. Не знаю, что вы до этого не делали еще. Вот. Ну, не знаю. С ним будете дурачиться вместе, но и одной тоже можно с подружками и самой даже. Нет, этот манипулятор опять. Ладно. В общем, по судьбе у вас будет мужчина по судьбе, кстати, еще впереди. Да, вот прям выпадает, 2 карты вытащила. Какой-то шанс, вот видите, будет у вас. Когда вы отказываетесь от ненужного, вам дают другого мужчину. И вообще-то новый мужчина, он лучше, чем предыдущий мужчина. Поэтому имейте в виду, видите, вы отказываетесь от ненужного, вам дают шанс встретить свою судьбу. Тот, кто именно вот ваш человек, который вот для души, с которым вы будете на одной волне. Поэтому вот уверенно идем к своему мужчине, проходим мимо тех, кто вам не по душе. Вот. Так что спасибо за ваш вопрос. Подсказку я не смотрела, наверное. Спасибо за расклад и за совет. Светик, вам тоже спасибо. Давайте посмотрим. Подсказка вот еще. Оставьте новые дела на потом. Оставьте новые на потом. Занимайтесь тем, что вы занимались. Доделывайте там все. Вот, удачи вам, Светик. Кубик отправила вопрос. Сейчас посмотрю. Ага. Если что-то, что он может от вас скрывать. Да, Валерия, вам смотрим. Анна Марчук, можно подсказку? Сейчас донатик я гляну. Сначала донатики смотрим, потом вам посмотрю. Галина, добрый вечер. Можно, да, подсказку? Валерия, так. Что-то, что он может, если что-то, что он может скрывать. Ой, что он может скрывать, смотрите. Свою любовь, чувства. Ага. Итак, если
Так, если еще кто-то у него сейчас? Нет, у него сейчас никого нету. Но он, смотрите, он может скрывать то, что он легко общается с женщинами. Он нравится женщинам. Вот выпадает такое, то, что он в компании, он легко заводит знакомства, он легко общается, он такой общительный, открытый человек, душа компании даже может быть. Вот. Он может скрывать, что он любит выпить, возможно. Вот. Поэтому проверьте, пожалуйста. Потому что здесь с кубком, да еще и кубки, то есть он может скрывать то, что он любит погулять и выпить. Вот. А как он себя контролирует, когда выпьет, непонятно. Вот узнайте. Насчет этого может скрывать. А так, у него никого нету. Чувства вот может не показывать до конца. Мысли о будущем у него тут есть. Он хочет идти в новое будущее, в светлое, поменять все. В деньгах ему нужна, кстати, помощь. А вот вы можете не знать, что у него в деньгах не ладится что-то. Видите, вот насчет денег. Он хочет помощи, а помощи нет. А помощи-то не будет. Может быть, он у кого-то попросил помощи, да, занять или что-то там ему с финансами что-то не ладится, но ему не помогли, нет. Может быть, у него были серьезные отношения, он может еще скрывать. Неразговорчив, может, и стесняется, да. Ну, он может до конца не открывать свои чувства, но он влюбленность, любовь у него есть к вам. Смотрите, тут он может еще скрывать о том, что у него были какие-то серьезные отношения. Прям он серьезно был настроен вот на какую-то женщину, но эти отношения закончились уже, все прям полностью закончились. И при том, что это его даже не расстраивает. Вот как-то я спросила, расстраивает, это его не расстраивает, не огорчает. Да, он уже закрылся. Он закрылся, отдалился и вообще от этих отношений. Были у него отношения. И притом он серьезно был настроен. Но видите, не получилось. Вкладывается в работу, хотел приехать, не получается за работу, да? Приедет ли он? Ну, пока он не приедет. У него пока не получается, так и не получится. Так и будет продолжаться, что не получается, не получается, не получается. Еще долго не будет получаться, кстати. Какие у вас могут быть отношения? Что это за карта? Что это за безобразие? Какие у вас могут быть отношения? Тайные отношения. То есть он еще долго не будет приезжать, долго не будет вас ни с кем знакомить. Тайные отношения, где вы будете его жить. Блин, как любовница выпадает почему-то. Есть у него сейчас кто-то сейчас. Он думает, смотрите, у него сейчас никого нет, но в его мыслях какая-то женщина из прошлого. Какой-то человек из прошлого в его мыслях. Почему-то он вам предлагает здесь тайные отношения. Когда вас никто не знает. В общем, когда вы общаетесь, ну, вам, конечно, лучше встретиться. Но вот встречи здесь почему-то нету. Долго встречи не будет. Но самое главное, это вот вам нужно встретиться, поговорить, посмотреть, сколько он пьет, как он себя контролирует. Ну, то есть на какое-нибудь, может, мероприятие, праздник, вы это увидите, там, не знаю, Новый год. Вот. И почему-то он вас скрывает, хочет скрыть ваши отношения почему-то. Не хочет об этом говорить. Может быть, потому что он еще не готов, но здесь как будто так получается, что как будто он и не будет готов. Как будто он думает о прошлом. Он еще прошлое не отпустил. Может быть, он был женат и развелся. И он, может быть, еще встречается там, как-то они общаются. В общем, узнайте. Узнайте. В общем, узнайте про гулянки. Про пьянки-гулянки, да, надо как-то это встретиться надо. Каких отношений он бы хотел бы с вами, вообще, как он видит ваше будущее, да. И здесь вот, возможно, у него были серьезные отношения, и он может периодически еще встречаться с этим человеком, или думать об этом человеке, и хотеть встретиться. Хотеть встретиться может еще. Но не для серьезных отношений он хочет встретиться с человеком из прошлого. Он думает, вспоминает, ну, как бы вот...
восстановить те чувства, те ощущения просто при встрече он хотел бы. Ну, несерьезно восстановить, конечно, нет. Вот. Это общение, конечно, если он общается с прошлым, конечно, это может быть неприятно. Но здесь может быть только мысли. Здесь общения может и не быть. Мысленно еще не отпустил, поэтому, может быть, не готов. В общем, узнайте, какие отношения, как он видит ваши отношения, потому что здесь непонятно, потому что вы на расстоянии, он думает еще о прошлом, потому что, ну, как бы тут будет ли так или нет, отразится ли это. Утаивает что-то, что-то упускаете. Ну, вот вам желательно бы встретиться. Потому что непонятно, как он ведет себя, когда выпьет, потому что здесь прям показывают, как он общается с женщинами, как он вообще видит ваше будущее. У вас, возможно, страстные отношения, страстные прям, вам понравится. Но вот даже зависимость может какая-то быть друг от дружки. То есть страстные отношения в этом плане вам понравятся. У вас может там все хорошо получиться. Да, даже вот не захотите расставаться. Но вот тут нету того, что эти отношения могут перерасти в стабильные. Пока что нету. Пока что могут отношения перерасти в зависимые, когда хочу быть с ней, не хочу ее отпускать из своих объятий. Такое вот страсть, когда вот хочу, не могу. Такое вот может быть. Вот. Поговорите просто, как он видит ваше будущее, как он себя ведет в общественных местах с другими людьми, потому что вот это тоже показатель. Как у него вообще в семье, узнаете, общаются папа с мамой. Но это, конечно, лучше посмотреть, потому что сказать можно что угодно. Хотя сказать можно правду, и вы поймете. Да, для него, ну, в общем, лучше, конечно, глянуть. Еще лучше встретиться вам. Но почему-то еще долго не сможет. А вы сможете к нему приехать? Нет, вы пока не сможете. Вы будете переписываться только, общаться будете. Флирт. Какой-то флирт у вас будет, знаете, переписка, флирт такое вот. Заигрывание, а потом резко может оборваться. Как будто вне зоны доступа и никак не связаться. Вот, кстати, когда резко прервется ваше общение, вот тогда возможна встреча. Почему-то тогда вот тут показано колесницу, приедет разобраться, в чем дело. Вот, будете общаться. То знаете, через 7 месяцев он только приедет. Я думаю, почему так долго показывает? 6 месяцев еще вообще не сможет приехать. А вот на 7-й месяц приедет. Вот там и разберетесь, да. Но почему-то, я не знаю, почему так долго показывает. Может, 7 недель. Может, и 7 недель. Блин, 7 недель это не 7 месяцев же. Почему так показывает? 7 недель или 7 месяцев, да. По срокам непонятно, да, но пока он не может приехать в ближайшее время. Точно встречи не будет. И потом резко, неожиданно прекращается общение. И вот, здравствуйте, это я. Да, ну вот пока ничего такого. Посмотрим, может здесь что-то скажет. Когда вы можете встретиться. Почему понедельник-то? Месяц мне надо. Понедельник, вторник. Вот Скорпион, 10-11.
После 22 октября может быть встреча. Почему-то так показывает. После 24 даже октября. В общем, как приедет, так приедет. Но главное его потом посмотреть лично, прям поговорить. Ну, за это время вы как раз пообщаетесь, узнаете, как у него там семья, как он общается с друзьями, что он любит, что он не любит. Вот, как он там отдыхает, вот это все узнаете, а потом лично уже как бы вот. Так и говоришь, что до Нового года не приедет. Ну вот. Ну как раз вы вот и все это узнаете за это время. Будете общаться, потому что у вас тут переписка большая, долгая при том переписка. И через полгода только получается, что он приедет. Такой весь серьезный приедет. Но приедет с чувствами, с романтикой такой. Да, вам понравится. Будет много эмоций. Кстати, знаете, будет много эмоций таких вот после общения. Вам понравится, вы подумаете, что это ваш человек. Ну, там дальше посмотрите, ваш или нет. В общем, ну, вот это все у него узнаете. Да, как будто вам понравится. Ну, в общем, не знаю. В общем, все спросите вот это, потому что тут может не совпадать с вашим ощущением, мировоззрением, с вашими желаниями, с вашим будущим. Поэтому вот, значит, это узнайте. Подсказка вам, подсказка. Посмотрим. Избавьтесь от неуверенности и пессимизма. Вот, так что давайте настраивайтесь на оптимизм и уверенность. Спасибо вам тоже большое, спасибо огромное, что пришли на эфирчик, спасибо. Так, давайте вернемся. По-моему, подсказки еще были, да, ведь? Анна Марчук написала. Так, и стерла. У нее там подсказка была, нет? Не помню. Так, смотрим для Галины. Галина 48. Добрый вечер. Можно подсказку на одной колоде? На первой. Сейчас посмотрим для Галины подсказка. Для Галины подсказка. Смотрим. Делайте добрые дела. Такая вам подсказка. Делайте добрые дела. Видимо, к вам вернутся они потом от других людей. Делайте как можно больше добрых дел. Потом, знаете, что-то такое случится прекрасное, хорошее. Бумеранг как полетит от всех, да, вот добрых дел к вам. Представьте, вы только будете принимать подарки, не знаю, возможности. Поэтому делайте добрые дела. Так, вроде бы все ответила, всем подсказки дала. Вот. Давайте тогда будем с вами прощаться до следующей субботы. У нас эфирчик теперь будет следующая суббота, 21:30 по московскому времени. Так что приходите. Вопросы за донатики там 250 рублей, один вопросик. Но подсказки все бесплатные. Просто напишите подсказка или подсказки. И еще общие раскладики в прямом эфире там покрутите. Там записи будет 2. Все, я вас обнимаю, целую. Встречаемся с вами на следующей неделе. Пусть у вас все будет хорошо. Пусть придут к вам возможности. Очень хорошие, приятные. Много поцелуйчиков вам. Все, заканчиваю эфир. Все, пока.